Кто не знает или не помнит, разрабы Secret Manager всегда во время бета-тестирования игры выпускают у себя в Инстаграме короткие видео под названием Future Focus. Это что-то типа обзора новых функций в игре. В этот раз они поделились первым Future Focus, который я как раз таки хочу сейчас с вами обсудить. Итак, добро пожаловать в первый в этом году выпуск Future Focus, посвященный новым функциям Secret Manager 2027. На этой неделе мы рассмотрим совершенно новый планировщик состава, а также изменения интерфейса, которые появятся в серии Secret Manager. Планировщик состава — одна из самых крупных новых функций, над которыми мы работали. Эта страница позволит вам получить общее представление о глубине состава, благодаря чему будет проще выявлять слабые места в команде и соответствующим образом планировать будущие трансферы. Также вы сможете экспериментировать с различными схемами, наблюдая, как ваша команда будет адаптироваться к изменению стиля игры, не прибегая к его непосредственному применению на обычном экране тактики. Кроме того, для каждой позиции вы будете получать предложения по подписанию игроков со скидкой, что даст вам возможность усилить состав именно там, где это необходимо больше всего. Помимо нового планировщика состава, вся игра получила обновленный внешний вид, особенно экран тактики. Он был полностью переработан с нуля, чтобы стать более удобным для чтения. Теперь все различные подразделы стали гораздо доступнее. Добраться до нужных функций теперь должно быть проще, а количество нажатий стало еще меньше, чем раньше, особенно когда дело касается перемещения игроков в составе. Остальная часть игры также получила новую стильную цветовую схему и визуальное оформление с более чистым дизайном и акцентом на удобство чтения и доступность. Хотя вам может потребоваться некоторое время, чтобы привыкнуть к новому интерфейсу, в конечном итоге он станет лучше, чем когда-либо прежде. На этом все в нашем первом выпуске Future Focus. Возвращайтесь на следующей неделе, чтобы узнать, о каких нововведениях мы расскажем дальше. На бумаге это, конечно же, нововведение, но по сути ничего нового разработчики здесь не показали. Новый дизайн они презентуют каждый год, и ничего абсолютно особенного в этом нет. Что касается удобства интерфейса, это тоже просто какие-то красивые слова. На главной странице во время вашего сейва, например, передвинули кнопки менеджера, кнопка лиги, кнопка трансфера и еще какая-то четвертая кнопка. Они буквально поменялись местами. То есть кнопки те же самые, остались там же вот эти 4, но их просто перемешали друг с другом. Где здесь удобство? Удобно было, если бы они оставили так, как было раньше, как уже привыкли игроки, но это нифига не удобство. Что касается тактики, то действительно это непривычно. Действительно, в каком-то смысле это удобно, если мы говорим про глубину ротации, потому что не нужно свайпать вниз, если вы выбираете каких-то игроков из глубокого запаса. Правда, едва ли часто это кто-то будет использовать, но это, как по мне, единственное преимущество вот этого нового экрана тактики. И это даже не новый экран тактики, потому что в SM20, в SM19 давным-давно, много лет назад, был ровно такой же экран тактики. Но почему-то тогда разработчики решили перейти на новый экран тактики. Как вы думаете, почему? Может быть, они тогда посчитают, что это удобней? Поэтому, кто знает, что они еще посчитают удобным дальше, учитывая, что они вернулись к тому, из чего начинали. Но что касается новой функции планировщик состава, то я даже не знаю, что сказать. Вроде, да, что-то новое есть, какое-то применение этому тоже можно найти. Ну а как вам этот Future Focus и в целом вот эти вот нововведения, о которых здесь пошла речь? Напишите свое мнение в комментариях. Ну и надеюсь, это видео вам было полезным. И если это так, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, если вы впервые и хотите продолжать следить за моим контентом, нажимайте на колокольчик для уведомлений и желаю вам успехов и надеюсь увидимся в следующих выпусках.